Пита-доша, она также имеет свои качества. Пита с санскрита можно дословно перевести как огонь, метаболизм. И пита, она состоит как бы из огня и воды. Она все время жидкая, потому что, к примеру, ферменты, которые выделяются, например, во время пищеварения, это как раз то, что есть пита. То есть, если сравнить вот, древнюю науку с современным, так сказать, языком объяснить, то как раз вот эти жидкости – это ферменты. Пита всегда отвечает за метаболизм, пищеварение и терморегуляцию. Метаболизм – это то, что переваривает все в нашем теле, меняет одно в другое. Ну, пищеварение – это как раз то, что начинается во рту. Когда мы кладем пищу, нам очень важно ее разжевать, чтобы смешать ее с слюной. Если вы пропускаете эту стадию пищеварения, то не стоит обращаться к гастроэнтерологу с проблемами пищеварения. Просто начните жевать пищу. То есть, смотрите, чем больше мы торопимся, чем больше у нас ваты, тем меньше мы жуем. Поэтому для того, чтобы пита была в хорошем состоянии, очень важно жевать. Терморегуляция, если сравнить человека ваты и человека питы, помните, что у нас у каждого 3 доши, и вот в этой комбинации у вас может быть больше питы, чем, допустим, не знаю, у вашего партнера. Пита, помимо вот этих физических функций, она также отвечает за остроту ума и остроту восприятия. То есть, в буквальном смысле, переваривание и схватывание вот, из всей информации самое важное – это качество питы. Поэтому люди питы, они обычно хорошие бизнесмены, управленцы, потому что они из всей огромной информации понимают самую важную суть, потому что это связано с остротой ума. В Чарака-самхите, в древнем тексте Аюрведы, написано, что пита отвечает за пищеварение, за зрение, за тепло тела, за жажду, за голод, за мягкость, за интеллект и за блеск и цвет кожи. Пита с точки зрения Аштанга-хрида, это тоже один из древних текстов, она всегда горячая, всегда легкая, всегда текучая, всегда маслянистая, острая, пахучая и кислая. Пахучая означает то, что когда каждый из нас может потеть, хотя есть люди, которые не потеют, это, кстати, не очень хорошо. Когда мы потеем, есть пот, который не имеет запаха, а есть пот, который прямо аж ох! И вот чем больше у человека питы, тем резче у него запах. Бывает так, что запах, конечно, связан с какими-то проблемой или заболеванием, но если вы вроде ничем не болеете, но просто как бы пот, запах сильный, резкий, то это увеличенная пита. Итак, качество питы, в которых она может проявляться. Первое – это горячая. Пита, она всегда горячее, по крайней мере, если ее сравнивать с ватой. За счет этой горячести есть поддержка температуры тела и тепло тела. Это не значит, что если у вас пита повышена, у вас не 36,6, а там 39. Нет. То есть температура может быть такая, но, к примеру, вы дотрагиваетесь до одного человека, он прохладный, до другого человека он теплый. Вот в этом проявляется внутренняя горячесть. Чем больше у человека внутреннего жара, горячести, тем более сильный у него метаболизм. И также, когда у человека идет какой-то жар или воспаление, то появляется, к примеру, лихорадка. Да? То есть это тоже связано с горячестью питы. Следующее важное качество – это острое. Пита всегда обладает такими качествами, как острый аппетит и пронзительный ум, то есть что быстро схватывает. Но современная медицина, к примеру, с точки зрения современной медицины, это можно объяснить как такая гиперактивность центральной нервной системы. Когда острота внутренняя повышается, это может приводить к язвам и к гневу.
И люди питы, если сравнивать их с человеком ваты, то есть вата человек, он в страх идет, а человек пита, он идет в гнев, в раздражение, и это часто приводит к язвам. И если так, с точки зрения аюрведы, не бывает спокойных или так сказать, не бывает людей, то есть если человек не гневается, у него не появляются язвы. Очень часто наши привычки, наше восприятие окружающего мира влияет на проявление в нашем теле. Следующее качество питы – это легкость. Легкость есть у ваты. И если человек ваты увеличивает это качество, то он худеет или не может набрать веса. Но для питы легкость обозначает быстрый обмен веществ, то есть легко переваривает все. У человека питы редко бывают проблемы с пищеварением, если пита в балансе. И поэтому, когда у человека питы слишком много легкости, он также может иметь более тонкое телосложение и более высокую, скажем так, энергетику. Он может быть более чувствительным, более восприимчивым и, соответственно, более такие правильные чистые вибрации. Следующее качество питы – это текучесть. Текучесть отвечает за циркуляцию гормонов по всему телу. И так как аюрведа, она не рассматривает, скажем так, разные системы отдельно от других. Дело в том, что все жидкости в нашем организме, к примеру, лимфа, да, вот текучесть также связана с лимфой, если это физиологическое такое соответствие. И вот текучесть, она отвечает напрямую, в хорошем ли состоянии кровь или лимфа, или когда у человека увеличивается пита, то кровь может становиться более вязкой. Часто у людей питы повышенный холестерин, повышенная склонность к бляшкам, к тромбам, потому что внутренний жар, то есть если взять воду и поставить ее на огонь, да, то есть вода будет выкипать. Также и кровь, которая находится в нашем организме, она будет становиться более густой. То есть кровь может менять свою биохимию, если у человека постоянный жар, или он находится в жарком климате, и при этом мало пьет, и не балансирует питу. В этом случае все жидкости в организме могут становиться более густыми, лимфа в том числе, и, соответственно, гормоны могут неправильно распределяться по телу. В современной медицине вот эта текучесть, ее можно объяснить с помощью потливости, склонности к кровотечениям. Когда у, допустим, женщины повышается пита, в репродуктивной эндокринной системе возникают маточные кровотечения. Или же когда у женщины, допустим, появляется эндометриоз, в этом случае тоже появляются кровотечения. Следующее качество питы – это маслянистость. С точки зрения физиологического соответствия, пита она смягчает ткани, и пита удерживает влагу в теле. Кстати, когда температура нашего тела повышается, не воспалительный процесс, а когда нам становится внутри жарко, очень важно пить не холодные жидкости, которые, казалось бы, логично, а именно горячие жидкости. Потому что тело охлаждается через пот, а не через употребление холодной воды. Вот если вы принимаете холодный душ, действительно ваше тело охлаждается. Но когда у вас проблема с питой, она, допустим, понижена, или вам надо сбросить излишний жар, вам надо вспотеть для того, чтобы охладить наше тело. Поэтому ошибка пить, допустим, во время еды холодную воду. То есть вы понижаете питу, ухудшаете свое пищеварение. Маслянистость также связана с тем, что кожа у человека питы может быть более жирная. Она точно не сухая, как у человека ваты, но она более жирная. А на коже чаще появляются высыпания, потому что люди с повышенной питой, они имеют склонность к заболеваниям кожи, к различным высыпаниям. И маслянистость еще отвечает за холестерин. Люди питы с повышенной питой склонны к повышению холестерина, они от этого всегда страдают. Поэтому, если у вас пита повышена, поддерживайте биохимию крови в хорошем состоянии. Еще одно качество, которое я говорил, питы, это пахучесть.
Ну, соответственно, вот этот запах тела, если пита слишком повышенная, то кислый запах тела, а также пахучесть еще можно перевести как такое кислая среда. То есть, когда пита увеличивается, повышается кислотность. Ну, помните, что пита напрямую связана с жидкостями, которые связаны с метаболизмом, с перевариванием. Если пита повышена, кислотность повышается. Если пита понижена, логично, она понижается. И с точки зрения, скажем так, современной медицины, вот эта пахучесть, это значит пот неприятно пахнет, изжога часто бывает, и восприятие кожи склонны к раздражениям частым. Часто у человека питы раздражение в ротовой полости, раздражение слизистых различных, в том числе там слизистое влагалище, к примеру, и так далее. Это все связано с повышением питы. И часто это приводит к нарушению микрофлоры различных органов или систем.